Welcome, everyone. Thank you for being here. My name is Christopher Nelson. I'm the publisher and editor at Linden Press. Добрый день, приветствую вас всех. Меня зовут Кристофер Нельсон. Я издатель и редактор. Работаю в Linden Press. Буквально это переводится как «зеленая липа». Thanks for being here to celebrate the publication of Ochre Rust, new selected poems of Sergey Gandlevsky, translated by Philip Metras. Приветствую вас на этом мероприятии, которое посвящено выходу в свет книги «Ржавчина и желтизна», избранные стихотворения Сергея Гандлевского в переводе Филиппа Метреса. Linden Press is an independent publisher of poetry books and broadsides, as well as the biannual online journal Under a Warm Green Linden. We're a nonprofit organization dedicated to fostering excellent literature and supporting reforestation. With your help, we have planted 700 trees. Наше издательство Linden Press независимое издательство, мы публикуем поэзию и другие виды литературы, а также дважды в год выпускаем электронный журнал под зеленой липой. Мы не государственная организация и посвящены деятельности в двух темам. Мы выпускаем прекрасную литературу и сажаем леса. При вашей помощи мы уже посадили более 700 деревьев. We are currently reading book-length manuscripts for 2 contests, both of which award $1,000 and publication. Сейчас наше издательство готовится рассматривать на конкурс поданные рукописи, полномасштабные размером с книгу. На самом деле у нас 2 приза, каждый по $1000. The first is the Wishing Jewel Prize, which honors an innovative manuscript challenging expectations of what a book of poems can be. Победители также в качестве приза получат публикацию своей книги. Первый приз называется Wishing Jewel Prize, то есть приз волшебной драгоценности. Это приз за новаторский материал, новаторскую книгу поэзии. And the Stephen Mitchell Translation Prize, which is awarded for a manuscript translated from any language into English that honors Mitchell's linguistic acumen. И второй наш приз, он называется приз за перевод имени Стивена Митчелла. Он назван по имени замечательного человека и человека многоязычного Стивена Митчелла. Туда мы принимаем книги, переведенные с любого языка на английский. Ochre Rust, Metras's translation of Gandlevsky's new and selected poems, was the inaugural recipient of the Mitchell Translation Prize. Книга «Ржавчина и желтизна», переведенная Филиппом Метресом, это первый лауреат этого нашего приза. The deadline for these contests is November 30th, and you can get more information at greenlindenpress.com. Рукописи на эту награду могут подаваться до 30 ноября этого года. Более подробно об этом можно узнать на сайте нашего издательства. Following the reading, we will have a conversation with the poet and the translator. So please stay if you're able. You can type your questions or comments in the chat and I will moderate. Сейчас будут звучать стихи, и после того, как мы послушаем стихи и их перевод, у нас будет возможность немного поговорить с поэтом, с автором. Разговор будет с устным переводом, я буду вести этот диалог, так что, если у вас есть возможность, оставайтесь и поучаствуйте. And a fond thank you to Irina Zubanova for helping with translation today.
Заранее спасибо переводчику. Я приступаю, да? So, who's going to begin? Christopher, go ahead, sorry. Sergey Gandlevsky is one of the most celebrated contemporary Russian poets. Born in 1952, he opted out of the Soviet system, working odd jobs and only sharing poetry with a small coterie of friends. Сергей Гандлевский – один из наиболее известных современных российских поэтов. Он родился в 1952 году и, не желая участвовать в советской системе, он работал на разных должностях и писал стихи, которыми делился с небольшой группой друзей. His work did not appear in Russian literary journals until the late 1980s during Glasnost. And since the fall of the Soviet Union, his poetry and prose have received nearly every major Russian literary prize. Его стихи не публиковались в российских изданиях до конца 1980-х годов. Они впервые появились в печати в эпоху гласности. После конца Советского Союза поэзия и проза Сергея Гандлевского удостоилась почти всех крупных российских наград в области литературы. Since 1993, Gandlevsky has worked at the journal Foreign Literature. A lifelong Muscovite, he has relocated to the Republic of Georgia since the war in Ukraine began. Начиная с 1993 года Сергей Гандлевский сотрудничал с журналом «Иностранная литература». Родившись и выросший в Москве, он после того, как началась война на Украине, переселился в Грузию. Of his work, Ilya Kaminsky writes, quote, "This is the kind of poetry that sets time to music and captures the epoch's tone in vivid images, making emotion visible, thought felt, and history sensed." О поэзии Сергея Гандлевского написал Илья Каминский такими словами. Это поэзия, которая задает ритм музыке и улавливает тон эпохи в ярких образах, делая чувство видимым, мысль осязаемой и историю ощутимой. Philip Metris is the author of 10 books, including Shrapnel Maps and The Sound of Listening, Poetry as Refuge and Resistance, and 4 other volumes of poetry in translation. Филипп Метрес, автор 10 книг. Названия некоторых из его книг такие: «Карта шрапнели», «Звук слушания», «Поэзия как убежище и сопротивление», а также он автор 4 томов поэзии в переводе. Among his honors are fellowships from the Guggenheim Foundation, the Lannan Foundation, the National Endowment for the Arts, and 3 Arab American Book Awards. He is professor of English and director of the Peace, Justice, and Human Rights program at John Carroll University. Филипп Метрес является почетным членом фонда Гуггенхейма, фонда Ланнана, Национального фонда поощрения искусств. Также он лауреат 3 книг американского издания арабской литературы. Филипп Метрес – профессор английского языка. Он возглавляет программу по вопросам мира, справедливости и прав человека в университете Джона Кэрролла. When reading submissions for the Mitchell Prize, I was immediately and consistently impressed by Metris's translations, which convey Gandlevsky's colloquial casualness and rich allusions.
and that dance along in English with a lyricism difficult to carry across the chasm between any two languages. Когда я читал рукописи, поданные на конкурс за приз Митчелла, я немедленно понял, что мне очень нравятся переводы Метроса. Они позволяют уловить тон поэзии Сергея Гандлевского, одновременно и разговорный, и неформальный, и полный богатых аллюзий. И английский язык этих переводов передает лиризм поэзии, так что ему удается легко преодолеть пропасть между двумя языками. These poems wrestle with and embrace the complexities and contradictions of being human. Today, you will hear vulnerability and bravado side by side, sensitivity and roughness, human folly and impeccable beauty. Ladies and gentlemen, I give you Sergey Gandlevsky and Philip Matras. Эти стихи — это одновременно и борьба со сложностями и противоречиями человечности, и преодоление этих противоречий. Сегодня вы услышите в этих стихах и нежность, и ранимость, и смелость, и отвагу, и чувствительность, и грубость, человеческую глупость и невероятную красоту. Дамы и господа, Сергей Гандлевский и Филипп Метрес. Спасибо. Я приступаю, да? Сергей Маркович, ты предпочитаешь начинаться с оригиналом или с переводом? Ну, давай по традиции с оригинала, да? Хорошо, давай. So the poets have to choose which version of the poem sounds first, the original or the translation. They seem to have decided for the original to go first. Иди сюда. And now we've lost the poet. No, he's coming back. Don't worry. Прошу прощения, да, собаки. Apologies, it's the dogs. Я читаю, да? Самосуд, да. Самосуд неожиданной зрелости. Это зрелище средней руки лишено общепризнанной прелести выйти на берег тихой реки, рефлектируя в рифму. Молчание, речь мою проулит давно. Бархударов, Крючков и компания. Разве это нам свыше дано? Есть обычай у русской поэзии с отвращением бить зеркала или прятать кухонное лезвие в ящик письменного стола. Дядя в шляпе, испачканный голубем, отразился в трофейном трюмо. Не мори меня творческим голодом. Как оно получилось само, было вроде кораблика, ялика, воробья на пустом гамаке. Облако, нет, это яблоко. Это азбука в женской руке, это азбучные нежности, навыки. Скрип уключен по дачным прудам, лижет ссадину, просится на руки. Я тебя никому не отдам. Стала барщиной, ревностью, мукою, расплескался по капле мотив. Сухомятку мычу и мяукаю, пятернями башку обхватив. Для чего? Мне досталась в наследие чья-то маска с двусмысленным ртом. Одноактовой жизни трагедия, диалог резонера с шутом. Для чего? Моя музыка зыбкая, объясни мне, когда я умру. Ты сидела с недоброй улыбкой на одном бесконечном перу и морочила сонного отрока, скатерть праздничную теребя. Это яблоко, нет, это облако, и пощады не жду от тебя. The Lynch law of sudden maturity.
This spectacle of mediocrity lacks the general pleasure of walking the shore of a quiet river, reflecting in rhyme. Silence too long has guarded my words. Tell me, my great grammarians, is speech a gift from the gods? In Russian poetry, there's a tradition of breaking mirrors with disgust or hiding knives from the kitchen in the drawers of writing desks. A guy in a hat spattered by a pigeon reflected in a pier glass, a spoil of the war. Don't starve me with creative hunger. That's come quite unbidden. It was like a ship, a yawl, sparrows in an empty hammock. Is it a paw? No, it's an apple, an alphabet in a woman's hand, the alphabet of tender habits, scrape of oarlocks on dacha ponds. She licks a scab, asks to be stroked. I won't give you up to anyone. Slavery, jealousy, and torture, themes spilling drop by drop. I mew, eat dry crusts without water, holding my head in my palms. Why must I have as my inheritance a mask with an ambiguous smile, the tragedy of a one-act existence, a preacher's dialogue with a fool? My unsteady music, why? Explain to me when I die why you sat with an unkind smile and fooled the dreamy child and plucked at the tablecloth at an endless holiday party. Is it an apple? No, it's a paw. I don't expect you to have mercy. Строиться на автобазу и петь про черный пистолет. Старухи-матери ни разу не завернуть за 10 лет. Проездом из Газлей на юге с канистры кислого вина одной подруге из Калуги заделать с дуру пацана. Прыгала в пирогу по средам, горох с треской по четвергам, ложиться другу за обедом, впаять завгару по рогам, преодолеть попутный гребень 30-летия, чем свет возить налево лес и щебень и петь про черный пистолет. А не обломится халтура уснуть щекою на руле, спросонья вспоминая хмуро Махаловку в Махачкале. To land a job at the garage. To land a job at the garage and sing about a black gun, and not once in 10 winters stop and see your old mom. En route from Gosley in the south, down a canister of booze, screw some girl from Kaluga and leave her when she's due. Gaceteria lamb on Wednesdays, codpiece soup on Thursdays. At lunch, to vow to a friend to rough up the garage owner, then surmount the promising hill of a 30th birthday. At dawn, to drive for black market gravel and sing the Black Pistol. And if you can't catch that gig, doze, your cheek on the steering wheel, remembering with gloom and woe that Mahachkala brawl. Кто-нибудь о тюрьме и разлуке со слезою и пеной у рта. Постромали великие луки, но в застолье в чести Воркута. Это песня о том, как по справке сын седым воротился домой, пил у Нинки и плакал у Клавки. Ах ты, Господи, Боже ты мой! Наша станция, как на ладони, шепелявит свое водосток. Разлуки поют на перроне, хулиганов везут на восток. День-деньской колесят по отчизне люди, хлеб, стратегический груз. Что-нибудь о загубленной жизни. У меня невзыскательный вкус. Выйди осенью в чистое поле, ветром родины лоба студи. Жаркой розой глоток алкоголя разворачивается в груди, кружат ночи семейства вороньих. Расстояние свищут в кулак. Для отечества нет посторонних, нет, и все тут. И дышится так, будто пасмурным утром проснулся. Загремели, баланду внесли,
от дурацких надежд отмахнулся и в исподнем ведут, а вдали пруд, покрытый гусиную кожей, семафор через силу горит, сеет дождь, и небритый прохожий сам с собой на ходу говорит. Sting about prison and parting, with tears and a mouth full of foam, something of Moscow's golden ring, but when drunk, something from Gulag. This song's about a son come home on medical leave, his hair gone gray. He drank at Ninka's, at Klavka's he sobbed, my God, oh God, Jesus be praised. Our train station's visible for miles, a gutter lisping on its own. Someone singing of platform goodbyes, of hooligans sent into exile, of people, bread, strategic cargo, traveling the homeland all day. A song about wasted life. I'm not particular, just play. In the fall, go out to the open field, cool your head in homeland wind. A gulp of alcohol is like a hot rose unfolding in your chest. The night of the ravens hovers above, distances whistle through fingers. The homeland has no strangers, no, everything's here, and you breathe as if you woke to an overcast dawn. The door clangs, the gruel's left, you brush off your foolish hope and are taken in your underwear. Far off, a pond is covered in goose flesh, a semaphore forces itself to shine. Rain scatters down, and an unshaven man talks to himself as he passes by. Не сменить ли пластинку, но Родина снится опять. Ошиваясь от нечего делать в вокзальном народе, жду своей электрички, поскольку намерен сажать то ли яблоню, то ли крыжовник. Сентябрь на исходе. Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране, приспособить какую-то важную доску к сараю, перспектива из снов, сон во сне, сон во сне, сон во сне, и курю в огороде на корточках, время теряю, по скверной дороге иду восвоясь из 6 узаконенных соток на жалобный крик электрички. Вот ведь спички забыл, а вернешься, не будет пути, стучусь наобум, чтобы вынесли, как его спички. И чужая старуха выходит на низкий порог, моргает и шамкает, будто она виновата, что в округе ненастье, и нету проезжих дорог, а в субботу в Покровском у клуба сцепились ребята в том, что я ошибаюсь на свете, дурак дураком на осеннем ветру с незажженной своей сигаретой. Только она виновата и в том, и в другом, и во всем остальном, и в несчастьях Родины этой. I love this poem. It's time to change the record, but I'm dreaming again of the motherland. Bored, shouldering past crowds at the station, I wait for the train, since I intend to grow some apples or gooseberries. September's leaving. I dream that I'm just dreaming of crossing a wide country to nail some important scrap of board to a shed. Perspective of dreams is a dream within a dream within a dream. I smoke, squat down in a potato patch, burn off time. And over the muddy road I head home from my small dacha plot toward the train's plaintive cry. But damn, no matches, and it's bad luck to go back. So I knock at random doors along the way, matches, and a strange old woman leans through a low frame and blinks and mumbles as if she were to blame, that the weather's bad and there are no smooth roads, that Saturday at the club the guys came to blows, that I wander the halls of the world like a fool, an unlit cigarette in this hard autumn wind, as if she were to blame for this and that and for the rest, for the troubles of the motherland.
Боротынский, Вяземский, Фет и прочь. Валяй, цитируй, когда не лень. Смерть, одни утверждают, сплошная ночь, а другие божатся, что Юрьев день. В настоящее время близка зима. В Новый год плесну себе коньячку. Пусть я в общем и целом мешок дерьма. Мне еще не скучно хватить снежку или встретиться с зеркалом. Сколько лет, сколько зим мы знакомы. Питомец Мус, ну решайся. Тебе уже много лет, а боишься выбрать даже арбуз. 7:00. Пробуждается в аккурат трудодень. Человека конь гужевой. Каждый сам себе отопри свой ад, словно дверцу шкафчика в душевой. If you're not too lazy, go ahead and cite Baratinsky, Vyazemsky, Fett, and the rest. Death, some argue, is an unending night. Others will swear it's St. George's feast. Today, winter nears. New Year's will follow. I'll down a glass with a splash of cognac. Although in general I'm a sack of crap, I'm not yet bored by inhaling some snow or meeting my muse suckler in the mirror. How many winters we've weathered. Just decide, will you? Almost over the hill and still afraid to pick a watermelon. Exactly at 7, the 9 to 5 awakens. A half man, half draft horse. Each person pulls open his own hell, a rusted locker outside the showers. На смерть И.Б. Здесь когда-то ты жила, старшеклассницей была, а сравнительно недавно своевольно умерла. Как, наверное, должна скверно тикать тишина, если женщине-красавице жизнь стала немила. Уроженец здешних мест средних лет, таков, как есть, ради холода спинного навещаю твой подъезд. Что ли роз на все возьму, на кладбище отвезу, броню, как это водится, нетрезвую слезу. Я не лез в окно к тебе из ревности по злобе, по гремучей водосточной к небу задранной трубе. Хорошо быть молодым, молодым и пьяным в дым. Четверть века зряшным подвигом моим, волосом, разрезом глаз, с толку сбит в толпе не раз, я всегда обознавался, не ошибся лишь сейчас, не ослышался, мертва, пошла кругом голова, не любила меня отроду, но ты была жива. Оп на ножки поднялся, дно головкой уперся, поднатужился, чтоб разом смерть была да вышла вся. Воскресать, воскресать, встали в рост отец и мать, друг Сапровский оживает, подбивает выпивать. Мы Андроповки берем, что-то первое колом. Комом в горле слуцким слогом да частушечным стихом. Так от радости пьяны, гибелью опалены, черно-белые кинохроники вертаются с войны. Нарастает стук колес, и душа идет в разнос. На вокзале марш играют, слепнет музыка от слез. Вот и ты одна из них, мельком видишь нас двоих, кратко нафиг посылаешь обожателей своих. Вижу я сквозь толчью тебя прежнюю, ничью, уходящую безмолвно прямо в молодость твою. Ну, иди себе, иди, все плохое позади,
И отныне надо думать хорошее впереди, как в былые времена, встань у школьного окна. Имя, девичью фамилию, выговорит тишина. This poem is called On the Death of I.B. Some time ago in your senior year, you lived here, and now by your own hand, you left this earth. What terrible ticking did silence make you hear when a head-turning lovely wants to live no longer? A native of these domiciles in the middle of my life, I visit your old stairwell for the sake of chills up my spine. Should I empty my wallet on roses past the cemetery wall and by custom let a single drunken tear fall? Didn't I climb to your window from jealousy, from spite, along a rattling gutter drain pipe, groping for sky? It's good to be young, lithe and young and drunk to death. 25 years of wasted breath. Not once, but always, somehow, I confuse a face in a crowd for someone else, from a voice or the shape of the eyes. Now, I'm not mistaken. I heard right. Dead. My head's a hive. No, you never, ever loved me, but at least you were alive. Who'd rise to their feet today, plant their head into clay, and push so hard that death would suddenly go away? To rise again, a resurrection. Father and mother rise. My friend Saprovsky, alive again, talks me into booze. We buy a cheap bottle of vodka, but it goes down like flames, with a scar in the throat, like Slitsky's diction in childlike rhyme. Like those drunk from happiness, those burned from doom, who mosey home from the war in a black and white film. The wheels clatter on rails, the heart does vaults. At the station, marches play, your eyes stung by their salt. And there you are, one of them. You glance at both of us and silently give the finger to us, your adorers. I look at you through the crush of people and see you as you were, owned by no one, receding wordless to your youthful years. Well, go ahead, go. Leave all the bad behind. From now on, think how everything's better ahead. Like the old days, stand at the school window pane. Silence will utter your first and maiden names. Фальстафу молодости я сказал прощай и сел в трамвай. В процессе эволюции не вдруг был шалопай и стал бирюк. Тем не менее апрель с безалкогольную капелью мне ударяет голову, как хмель. Не водрузить ли несколько скворешин с похвальной целью? Не пострелять ли в цель? Короче говоря, я безутешен. This poem makes me laugh, although it's not supposed to be funny. I said farewell to the Falstaff of youth and took my seat on the train. In the rocky process of evolution, I turned from playboy to lone wolf. And nonetheless, April, with its non-alcoholic drops, still pounds my head like schnapps. Should I hang a house for birds, aim for some laudable goal, or should I just aim and fire? Long story short, I will not be consoled. Ржавчина и желтизна, очарование очей. Облако между крыш самой из себя растет. Ветер крепчает и гонит листву в зашей. Треплет фонтан и журнал позапрошлых мод. Синий осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спетый куплет, обещанный без в ребро, казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать в метро женщину 23 лет в длинном черном пальто.
Well, this is the poem where the title comes from. Bright ochre and rust delight these old eyes. Between roofs, a cloud grows out of itself. Wind gathers, drags leaves by their scruff, batters a fountain, a mag of expired styles. The blue autumn light, I dig it like no one. There's snow on the roof, but fire in the oven. What would I give to wait at the train for a stylish, black-coated, 20-ish woman? Очкарику, наконец, овчарку дарит отец. На радостях двух слов связать не может малец. После дождя в четверг бредешь наобум скорбя. Молодой, кричат человек, не рыпайся, не тебя. Почему они оба я? Что общего с мужиком кривым от житья-бытия у мальчика со щенком? Где ты был? Куда ты попал? Как и в книжке Дефо попугай трепло лопотал. Только ты и всего. И по улице мостовой, как во сне подходит трамвай. Толчья, фонарь на столбе, негодяй бубнят, негодяй, не верти давай головой, это может не тебе. Finally, a dad gives a puppy to his four-eyed son. The fellow's so flipping happy he can't budge his tongue. When you're mucking in the blues and hell begins to cool, if someone shouts, "Young man, don't freeze," they're not talking to you. How can it be that both are me? The boy with the puppy? What does he share with this guy bent by a troubled life? Where have you been? Where have you come? Defoe's blowhard parrot babbled likewise on this theme. There's nothing more to it. And down the potholed asphalt road, the tram comes sliding as if in a dream. A dim lamp, an elbowing crowd. "Hey, scum," someone mutters. "Hey, scum." Don't turn your head too soon. They might not be talking to you. Вальс. Говорю ли с женой об искусстве или скромно блюду тишину? Речь в конечном итоге о чувстве, обуявшем меня и жену. Или, сверкая вставными зубами, получаю красавицу, дочь. Снова та же фигня между нами, не иначе, сомнения прочь. Или с сыном, решительным Гришей, за бутылкой тирана в плену, речь о том же идет, что и выше, в мирных строфах про дочь и жену. И когда я с Магариком Лешей многодневный запой ухожу, объяснение одно: он хороший, этот Леша, с которым дружу. Даже если гуляю барбосов с грубой целью АА и ПП, у тебя не должно быть вопросов. Это тоже в порядке любви. Очень важно дружить и влюбляться, от волнения много курить, по возможности совокупляться и букеты собакам дарить. Waltz. Whether I talk with my wife about art or modestly observe silence, when night arrives, is it not the heart that comes to obsess us? Or with false teeth gleaming, I lecture my lovely daughter on nothing but the same something I once lectured my wife, the identical theme. Or with my son, the hard-nosed Grisha, I curse tyrants when liquored, pose as above the same peaceful stanza about my wife and daughter. And when Alyosha, Marguerite, and I leave for a multi-day bender, there's just one explanation. He's fine, this Alyosha, a real friend. If, with the primitive goal of poo-poo, I'm taking the hounds for a saunter, who among us could really take issue
It's just another of love's orders. It's crucial to make friends, seek a mate, nervously smoke cig after cig, if possible, also to copulate and give bouquets to the dogs. Мою старую молодость, старость мою молодую. Забыл, прошу прощения. This is our last poem, just so you all know, and then we'll have time to have conversation. I don't know if you're all aware of this, but Gandlevsky recites all of his poems by heart, or rather, he's written them by heart and is just sharing. But occasionally, there's, yeah. So. Все, прошу прощения. Мою старую молодость, старость мою молодую для служебного пользования обрисую. Там чего только нет. Ничего там особого нет, но и то, что в наличии, сходит на нет. И глаза бы мои не глядели, как время мое через силу идет в коллективное небытие, обездолят в конец, раскулачат и точка, что ли впрок попрощаемся, дурочка, звездочка, ночка, уступая тебя сукомольцам и прочей шпане напоследок скажу, вспоминай обо мне. И про черный свой день понадежней упрячих, отражение нежности наших телячьих в голом зеркале шкафа, которое снег освещал. Знать по памяти вздох твоего вожделения и выдох, и иметь при себе, когда кликнут с вещами на выход, при условии, что память приравнена к личным вещам. Thank you for paying attention. Спасибо большое, Sergey Markovich. My elderly youth, my youthful old age. My elderly youth, my youthful old age, I hereby submit for classified use. There's plenty of everything, all of it worthless, and what's at hand won't last the day. If only I never had to see how my time drags to the collective non-existence, to be left completely destitute. End rhyme. Let's bid farewell for future use, my star, my best. If I hand you over to the bastards and bums, I'll ask in the end, it's me you don't forget. For your black day, it's best to hide them. In the wardrobe's naked mirror, snow lit, the reflections of our tenderloin flesh, to know by heart the breathing of your desire, and to have, when summoned to the chamber, that memory as part of our personal effects. So thank you for listening to our poems. And thank you, Christopher, for organizing this. And we're not done. I just wanted to give people a chance just to breathe for a second. It is typical of Russian poetry not to explain, not to patter, and I wanted to honor that for this reading, but I would love to have conversation about the poems. So yeah, if you have questions, please do ask, or comments. Thank you again, Christopher, for believing in the book, and спасибо большое, Sergey Markovich, за твои стихи. Thank you for your poems, за твою добрость, за щедрость, for your kindness and your generosity, and your that you taught me how to be a poet. Your way of life taught me how to be a poet. So thank you for that. Я бы хотел сказать, могу я? Да, конечно. Переведете тогда, Ирина, да? Я безмерно признателен Филу Метросу
издателю Кристоферу, вам, Ирина, всем, кто был на этой презентации. И кроме того, переведите сначала это. So I'd like to say a few words. First of all, a great thanks to you, Phil, to you, Christopher, my publisher, to all of you who are here today. И кроме того, я впервые услышал, что, оказывается, издательство сажает деревья. Это меня, поразило, потому что долгие годы ты живешь, под влиянием слов Одена, что poetry make nothing. И вдруг оказывается, что из поэзии есть такой замечательный смысл, что мои стихи станут веточкой липы. Это замечательно. Это для меня неожиданно, я тронут до глубины души. It's the first time that I heard that this publishing house plants trees. I'm absolutely amazed. I'm extremely happy because year after year you hear the words poetry makes nothing, but lo and behold, here it does something that has meaning. And I'm absolutely happy that my book will turn into a branch of a linden tree. Christopher, if you only knew how important linden trees are to Gandlevsky's work, there are multiple lindens in them. I Поэзии noticed Сергея that. Гондлевского очень много лип. Образ липы встречается не раз. Ну да, это любимое дерево. Yes, it's a tree I love best. So I was curious, 20 years ago, you had an earlier selected poems, the only other book of Gandlevsky's poetry in English, to my knowledge. Can you say a few words about what those 2 decades, those intervening 2 decades, maybe taught you about your own work or your own process, your own collaboration? Сергей, я знаю, что 20 лет назад вышла ваша первая книга избранных стихотворений, первая на английском языке. Расскажите про эти 20 лет. Что произошло за это время? Что вы узнали о себе, о своей поэзии? Вопрос, скажем, прямо не из легких. Я попробую ответить коротко. Одни авторы... Well, that's a hard question to take, but I'll try to answer it briefly. Одни авторы пишут эмоциями, другие пишут рассудком. Я пишу, если я не заблуждаюсь, на свой счет опытом. I know there are authors who write with emotions. I know there are others who write with reason. If I know myself, I write with experience. И время — это как раз та стихия, которая обогащает опытом. And time is the element that forms experience. Поэтому я надеюсь, что стихи мои стали опытней, содержательней. So, Опытней, а значит содержательней. My poetry over these 20 years has become even more filled with experience and thus filled with meaning. В общих чертах так. That's the short answer. So from the translator's perspective, I would say that I continued to be interested in Gandlevsky's work because it continued to change, actually. His style changed, even though there was something essential to all the poems.
His later style became more playful, musical, almost like hip hop, and that led me to want to retranslate some of the older poems to try to capture more of the sense of music that was a thread and a through line through that work. Я хотел бы сказать несколько слов о том же с точки зрения переводчика. Поэзия Гондлевского продолжает интересовать меня. Она меняется по стилю со временем, но остается интересной, хотя какие-то существенные ее черты неизменны. Но все же с годами она, кажется, стала более игривой, более музыкальной. Иногда там слышится ритм, как в хип-хопе. И поэтому я счел для себя нужным заново перевести некоторые стихотворения, которые раньше переводил иначе. Just to give one example, there's this kind of paranemesia effect that he has in a poem that I think I translated too literally the first time, and I really just love this. Это яблоко, нет, это облако, or something. Это яблоко, это облако. Yeah. And you know, it's an apple, it's a paw, like trying to find the equivalent, that's the sonic equivalent rather than simply the semantic equivalent was so important. And I felt like the translation had fallen short in some of my first attempts. So I wanted to go back and see if I could reach toward that music. Я приведу пример параномисии в одном из первых стихотворений. Это яблоко, нет, это облако. Я перевел его как «Is it an apple? Is it a pole?» В первом варианте перевода я ориентировался на смысл этих слов, а сейчас больше на звук. Мне кажется, это вернее здесь. Да, конечно. You're right. James, would you like to ask a question? Джеймс хотел задать вопрос. Я хотел спросить. Well, I guess we have an interpreter, so I don't have to like struggle with Russian. What do you all think? And I mean you all, Philip and Sergey Gandlevsky, is the difference between writing the poetry and then getting it into a translation that will come into English? Because that's a totally different things, right? So Gandlevsky wrote the poetry and you translated it. So there's like two stages. Я хотела спросить вот что. Спросить и у Сергея, и у Филиппа. Как вы видите разницу между тем, чтобы написать свое стихотворение и перевести стихотворение? Это ведь разные вещи, правда? Это разные этапы процесса. Да, это два очень непохожих искусства. Ну, когда ты пишешь стихи, у тебя больше степеней свободы. А удача в переводе – это мой давний такой образ. Это все равно, что спускаясь на парашюте. Да, я закончу сейчас. Это все равно, что спускаясь на парашюте, попасть ногами в чужие галоши. Это очень трудно. These are two very different arts, definitely. When you write, you have much more freedom, many more degrees of freedom to choose what you want to do. When you are translating, and I mean when you are translating well, well, I could liken that to somebody who is descending on a parachute and has to land directly into somebody's old pair of shoes. That's exactly. To me, it's funny, but it's very true. It's like how you sort of like. Спасибо, это очень смешно и очень точно. I would just add to that. Да, это смешно и точно, да. That
that although executing a good translation may be in some sense more difficult, as that colorful metaphor suggests, I found in it a tremendous freedom. And the freedom was that I didn't have to have the vision. I just had to find the words that would rhyme with that vision. And as a young writer, I needed examples of how to do this because I didn't have a vision, I don't think. So I found it incredibly freeing in its own way. Я хочу добавить, что хотя хороший перевод — это действительно дело очень трудное, я согласен с вашей метафорой, но все же мне кажется, что в переводе, в деятельности переводчика есть и много свободы, потому что переводчик не обязан сам видеть то, о чем пишет поэт. Это пишет поэт. Задача переводчика только найти слова, которые будут рифмоваться с этим видением. И для меня это было очень полезно. Когда я был молодым, начинающим автором, у меня не было своего видения, и научиться этому у поэта, которого я перевожу, это было бесценно. Thanks, James. Yeah. In the chat, there's an interesting some metaphors also. Translation as the doppelganger poem, or perhaps the fraternal twin. В чате кто-то очень интересно написал: перевод — это такой, как двойник. Достоевского. С каким... The doppelganger. Какое-то иллюзорное качество стихотворения, которое является двойником другого. What I like about that metaphor that Rick uses is that there's something about a good translation which is also slightly uncanny and also somewhat not entirely simply English in this case as we know it. It creates or opens up a space of the uncanny, of something that is both clear but also something that seems other as well. Я хотела сказать, что перевод иногда создает ощущение чего-то странного, чего-то невероятного, потому что переводишь не просто на английский язык, это не совсем английский язык, это какое-то новое открывающееся пространство. В нем есть и ясность, и что-то помимо нее. Irina, you're doing a great job with the translations. Thank you. Серьезно, да. I was thinking it's very good because I couldn't do that. Do we have other questions for Philip or Sergey? Еще кто-то хочет что-то спросить у Сергея или Филиппа? Well, I want to thank you all for joining us. I know we're in various time zones for this experience. When I started, I almost said good morning, but I know that wouldn't have been true for some of you. So maybe I'll bid you good morning, good noon, and good night. But in the chat here, there are a few links you might check out. One of them is to a condensed version of the introduction to the book. Philip has written a lovely introduction to Gandlevsky's work, and in LitHub they have a condensed version of that published today to match the publication date of the book, and a link to Linden Press's site if you're interested in purchasing the book, and also a sample of poems from the book in Under a Warm Green Linden. Большое спасибо. Тогда мы будем заканчивать. Я хотел поблагодарить всех, кто пришел сегодня сюда. Я знаю, что вы все в разных часовых поясах. Когда я открывала эту встречу, я как-то автоматически чуть не сказал «доброе утро», но потом я понял, что не у всех здесь утро, у кого-то и вечер. Так что, прощаясь, я скажу вам
счастливого утра, дня или вечера, где бы вы ни были. Еще хочу напомнить, что пока открыт чат, в чате есть несколько ссылок, которые могут вас заинтересовать. Есть, например, ссылка на текст, на краткий вариант введения книги, вступление, которое написал Филипп, замечательно написал. А также на сайте LitHub можно найти ссылку на наше издательство, где вы можете купить книгу, и там же прочесть несколько фрагментов из того, что в книге опубликовано. Спасибо вам, Ирина. Можно сказать, что я хотел разговаривать с вами дальше. Сейчас по Zoom нельзя. Можно и по-другому. Ну, спасибо. Или просто сейчас в Zoom, да? Еще разговариваемся сейчас. Мы можем связаться через Фила, да? Okay. I can give you his email if you'd like. James would like private conversation in Zoom, and they'll arrange it. Можно и так и делать, или нет? Почему нет? Можно. Потому что Сергей, Сережа, ты не говоришь по-английски, да, сейчас? Нет. Я очень плохо говорю по-английски, по-русски. Значит, я стесняюсь сейчас. Но я хотел с тобой говорить. Хорошо. Спасибо. Okay, so I wanted just to thank again Christopher and Irina and Sergey for and for all of you for showing up. And you know, in light of what's happening in the world, you know, the terrible and horrific violence happening in the Middle East, I sometimes wonder, should we even do something like this? But then I remember that this is the reason why we exist, you know, to try to create some beauty and some sense of meaning in terrible times, and that without it, you know, what hope do we have actually? So thank you for spending this time with us, and I hope that you felt as enthralled by the music of his poems as I have been over the years, and maybe you got something of that from the translations as well. Я тоже в заключение хотела бы поблагодарить всех участников, Кристофера, Сергея. В мире сегодня неладно, такое насилие на Ближнем Востоке, и я даже подумала в какой-то момент, а стоит ли организовывать такую встречу, когда все в мире так. Но потом я подумала, а для чего же мы живем? Для того, чтобы создавать красоту и находить какой-то смысл в жизни, даже когда она трудна. Иначе какая же у нас надежда? Я надеюсь, что вы почувствовали то завораживающее качество, которое есть в стихах Сергея, в музыке этих стихов, и я надеюсь, что хотя бы отчасти вы его почувствовали в моем переводе. Всего доброго. Well, good morning, good day, and good night. Thank you again. Хорошо. Bye-bye. Всем Спасибо. доброго утра, дня или вечера.